Всем привет! В этом видео я вам расскажу, как связать вот такой вот милый брелочек. Коалу и персик. Идея вязания коалы и персика не моя. Я увидела их в интернете и оставлю ссылку на автора этой идеи в описании. Но схему я буду использовать не совсем ту, что использует автор. Я буду многое менять. Если вам интересна тема вязания игрушек, подписывайтесь на мой канал. Если вы будете вязать брелочек вместе со мной, поставьте лайк, напишите комментарий. Вот все, что нам понадобится, чтобы связать такую коалу. Серый цвет будет основным, белый мы используем для ушек. Чтобы сделать нос, вам понадобится совсем немного черной нити. Если вы будете вязать персик, вам еще понадобится два цвета. Один для персика, один для листиков. Крючок я буду использовать 2 мм. Также вам понадобятся булавочки, чтобы правильно расположить детали, иголка для пришивания деталей, ножницы. Если вы будете делать брелок, вам понадобится колечко для брелка. И еще я взяла дополнительное маленькое колечко для персика, но это не обязательно, его можно прикрепить просто на кольцо. Набивать игрушку я буду холофайбером. Глазки я буду использовать полубусинки. Чтобы связать коалу, вам нужно знать, как сделать кольцо амигуруми, как вязать по кругу, как делать столбики без накида. А чтобы связать листики для персика, вам нужно знать, как делать воздушные петли и соединительный столбик. Вязание начинаем с головы. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Для того, чтобы отметить конец и начало ряда, я буду использовать специальный маркер, но вы можете отмечать обычной ниточкой. Во втором ряду нам нужно будет сделать 6 прибавок. В каждую петельку мы делаем прибавку. В следующем ряду, в третьем, чередуем один столбик, прибавка. В четвертом ряду чередуем 2 столбика, прибавка. В пятом ряду чередуем 3 столбика, прибавка. В шестом ряду мы чередуем 4 столбика, прибавка. Мы закончили вязать шестой ряд. Следующий ряд у нас будет седьмой. С 7 по 12 ряд провязываем по одному столбику в каждую петельку. Закончили вязать 12 ряд. Если у вас глазки с безопасным креплением, крепим их между 9 и 10 рядом. 8 столбиков должно быть между глазками. Следующий ряд у нас 13. В нем мы чередуем 4 столбика, убавка. В 14 ряду чередуем 3 столбика, убавка. В 15 ряду чередуем 2 столбика, убавка. В 16 ряду провязываем 7 столбиков, затем убавка, затем снова 7 столбиков и убавка. Набиваем голову, ниточку не обрезаем. Дальше 2 ряда 17 и 18 провязываем по 16 столбиков в каждом ряду, по одному столбику в каждую петельку. В 19 ряду чередуем 3 столбика, прибавка. В 20 ряду мы провязываем по одному столбику в каждую петельку. В 21 ряду мы чередуем 3 столбика, прибавка. В 22 ряду мы чередуем 4 столбика, прибавка. С 23 по 27 ряд провязываем по одному столбику в каждую петельку. Дальше мы будем делать убавки. В следующем ряду 28 провязываем 3 столбика, затем убавка. Чередуем до конца ряда 3 столбика, убавка.
Набиваем игрушку. В следующем ряду 29 чередуем 2 столбика, убавка. В 30 ряду мы чередуем 1 столбик, убавка. И в последнем ряду мы провязываем только убавки. Провязали последний ряд, обрезаем ниточку, оставив небольшой хвостик. Берем иголку, вставляем нитку в иголку. Теперь нам нужно закрыть отверстие, поддевая передние половинки петель. Когда поддели все 6, отверстие затягиваем. Ниточку выводим куда-нибудь в сторону, натягиваем и обрезаем. Тело и голова готовы. Берем нить черного цвета, набираем цепочку из 5 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка делаем прибавку. Затем провязываем 2 обычных столбика без накида, по одному в каждую петельку. И в следующую петлю нам нужно провязать уже 3 столбика. Наше вязание развернулось на другую сторону воздушных петель. По обратной стороне провязываем 3 обычных столбика. Далее, в зависимости от толщины нити, вы либо провязываете еще один ряд, либо не провязываете. Я не провязываю, потому что нить черного цвета у меня толще, чем нить основного серого. Поэтому я оставляю нос таким. Если у вас нить серого цвета и черного примерно одинаковые по толщине, вам нужно еще провязать один ряд просто по одному столбику в каждую петельку. Я хвостик для пришивания не оставляю, потому что я буду нос приклеивать. Если вы будете его пришивать, то оставляем хвостик для пришивания. Я приклеиваю мордочку после 9 ряда. Глаза я тоже приклеиваю после 9 ряда. Берем пряжу, которую мы приготовили для персика, отрезаем небольшую нить, вставляем нить в иглу, заводим сзади и выводим на уровне низа глаза. Оставляем тут хвостик. Вот дырочка, из которой мы вывели. Вот соседняя дырочка дальше. И вот уже следующая вторая дырочка, в нее мы заводим нить. Это будет румянец у нашей коалы. То же самое повторяем со вторым глазом. Теперь мы будем делать ушки. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Берем маркер или нить, чтобы отмечать конец и начало ряда. Во втором ряду мы делаем 6 прибавок. В следующем ряду, в третьем, чередуем 1 столбик, прибавка. В четвертом ряду чередуем 2 столбика, прибавка. Следующие 4 ряда с 5 по 8 провязываем по 24 столбика в каждом ряду, по одному столбику в каждую петельку. Довязали 8 ряд. Нить обрезаем, оставив длинный хвостик для пришивания. Вяжем вторую точно такую же деталь. Теперь мы будем делать внутреннюю часть ушка. Берем нить белого цвета. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Дальше, как обычно, кольцо затягиваем, но не продолжаем вязать по спирали,
а делаем воздушную петлю, переворачиваем и продолжаем по обратной стороне, то есть в обратную сторону, и мы делаем 6 прибавок. Если вы будете пришивать эту часть ушка, ниточку оставляем для пришивания. Если не будете пришивать, а будете, как я, приклеивать, оставляем коротенькую ниточку, которую мы заправим вовнутрь. Берем ушко. Оно у нас должно крепиться вот таким вот образом. И внутрь туда мы должны будем вложить белую часть. Пока еще ушко не пришито, пришиваем белую часть или приклеиваем. Должно получиться вот так. И пока ждем полного высыхания клея, вяжем ручки и ножки. Берем серого цвета нить. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Во втором ряду мы провязываем 2 столбика прибавка и затем снова 2 столбика прибавка. Дальше с 3 по 8 ряд провязываем по одному столбику в каждую петельку. Довязали 8 ряд, ниточку не обрезаем, ручку складываем пополам и провязываем, захватывая обе половинки. Ручку не набиваем. Вяжем вторую, точно такую же ручку. Нам остается связать только ножку, и мы сможем приступить к сборке игрушки. Ножку мы начинаем с воздушных петель. Делаем 5 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка начинаем вязать и провязываем 3 столбика без накида, по одному столбику в каждую петельку. Провязали 3. И в следующую петельку, последнюю, провязываем 3 столбика в одну петельку. И вязание у нас разворачивается на другую сторону цепочки из воздушных петель. По другой стороне цепочки мы провязываем 2 столбика без накида. По одному столбику в каждую петельку. И в последнюю петельку мы провязываем прибавку. Первый ряд готов. Вяжем второй ряд. В первую петельку мы делаем прибавку. В 2 следующие вяжем по одному столбику. Дальше мы должны будем сделать 3 прибавки. В первую петельку прибавку, во вторую петельку прибавку и в третью петельку тоже прибавку. 3 прибавки подряд. Дальше мы просто провязываем 2 столбика по одному столбику в каждую петельку. И дальше 2 прибавки подряд. Второй ряд готов. Начинаем третий ряд. Провязываем 4 столбика. Провязали 4 столбика. Теперь делаем 3 убавки подряд.
И дальше мы делаем еще 4 столбика. И одну убавку. Мы сейчас закончили 3-й ряд. Начинаем 4-й ряд. Делаем 4 столбика. Затем 2 убавки подряд. Затем снова 4 столбика. Закончили 4-й ряд. Следующий ряд у нас будет 5-й. Сейчас мы набьем немножко стопу. Лучше всего для этого использовать пинцет. Дальше 6 рядов мы провязываем по одному столбику в каждую петельку. Следующий ряд у нас получается 5-й. С 5 по 10 ряд провязываем по одному столбику в каждую петельку. Провязали 10 ряд. Ножку набиваем, но не слишком плотно. Дальше мы провязываем 3 столбика, затем убавка, и снова 3 столбика, затем убавка. Теперь нам нужно дойти до пятки. Мне еще нужно провязать 2 столбика. Я провязала 2 столбика, и теперь я ровно по центру пятки. Складываем ножку пополам и провязываем, захватывая обе половинки. Обрезаем нить, оставив хвостик для пришивания. Вяжем вторую такую же ножку. Теперь мы будем собирать игрушку. Клей на ушках просох, так что теперь их можно пришивать. Вот эти розовые ниточки уже можно связать между собой и засунуть их вовнутрь с помощью крючка. Пришиваем ушко. Ниточки от пришивания ушек выводим в одну и ту же дырочку, назад. Ниточки между собой связываем и засовываем вовнутрь с помощью крючка. Теперь мы будем пришивать ручки и ножки. Ручки и ножки лучше заранее закрепить с помощью булавочек. Подбираем правильное расположение с помощью булавочек. После того, как выбрали расположение, пришиваем. Ниточки точно так же, как и с ушками, выводим в одну и ту же дырочку от ручек. Завязываем узелок и узелок заправляем с помощью крючка. И от ножек точно так же выводим в одну и ту же дырочку и заправляем потом узелок с помощью крючка. Я уже вставила в макушку колечко, чтобы закрепить колечко для брелка. Для того, чтобы сделать волосы, нужно нарезать сначала ниточки. Я буду делать серым цветом, можно сделать белым. Ниточки я нарезаю довольно короткие, но не слишком короткие. Беру ниточку, складываю пополам, ввожу крючок в центр головы, вывожу за первым рядом. Хватаю ниточку, протаскиваю ниточку в центр, но не до конца, чтобы образовалась петелька. Теперь через эту петельку протаскиваю 2 хвостика. И так нужно сделать со всеми ниточками по кругу. Я закрепила 6 ниточек. Теперь нужно ниточки обрезать
до нужной длины. Теперь можно закрепить колечко, и брелок будет почти готов. Нам остается сделать только персик. Берем розовую нить. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Во втором ряду чередуем 1 столбик прибавка. В третьем ряду чередуем 2 столбика прибавка. В четвертом ряду мы снова чередуем 2 столбика прибавка. В пятом ряду мы чередуем 3 столбика прибавка. В шестом ряду снова чередуем 3 столбика прибавка. Дальше 2 ряда 7 и 8 провязываем по одному столбику в каждую петельку. Закончили 8 ряд. В 9 ряду чередуем 3 столбика убавка. В следующем ряду 10 провязываем 2 столбика, затем убавка. И чередуем до конца ряда 2 столбика убавка. Дальше набиваем персик. В следующем ряду мы делаем только убавки, но самая последняя убавка будет с переходом на другой ряд. Я покажу в самом конце, как это сделать. До конца ряда у нас остается всего лишь 1 петелька, а чтобы сделать убавку, нам нужно 2 петельки, поэтому мы подхватываем половинку последней петельки и половинку первой петельки следующего ряда и провязываем из них убавку. Заканчиваем наполнять персик. Пришивать персик мы не будем, но хвостик небольшой нужно оставить. Сейчас вы поймете зачем. Закрываем отверстие, поддевая передние половинки петель. Теперь, после того, как закрыли отверстие, вводим иголку в центр и выводим после третьего ряда. И затем снова вводим в то же отверстие и выводим куда-нибудь в сторонку. Неважно куда. Нить натягиваем, чтобы у нас тут образовалась такая ложбинка. И теперь закрепляем нить и обрезаем. Персик готов. Теперь мы сделаем для него листики. Находим центр на верхушке персика, вводим в него крючок, протаскиваем нить зеленого цвета, туда вставляем небольшой хвостик, провязываем 4 воздушные петли. И теперь в обратную сторону по цепочке воздушных петель в первую петлю мы делаем столбик без накида, а в 2 следующие делаем соединительные столбики. Затем мы снова вводим крючок в центр, делаем сюда соединительный столбик и затем 4 воздушные петли. И обратно точно так же столбик и 2 соединительных столбика. В сам персик
мы делаем соединительный столбик. И затем снова воздушные петли. И так мы делаем всего 4 листика. Ниточку от персика обрезаем и прячем внутри. Точно так же прячем вот эту вот ниточку, которая осталась у нас от начала. Вот такой персик у нас получается. Немного, скорее даже похоже на клубничку. Я буду крепить персик колечком, но его можно закрепить и обычной ниточкой. Вот такой милый брелочек у нас получился. Если вы вязали брелочек вместе со мной, поделитесь своим опытом в комментариях, поставьте лайк этому видео. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих мастер-классах. Всем пока!